Я приветствую вас, представители знака зодиака Весы. Таро расклад. Узнай будущее, что спешит в вашу жизнь. Прогноз Таро на 10 дней, на декаду с 10 по 20 февраля. Вот давайте узнаем с вами подсказки карт на будущее. С чем связаны события ближайших дней, ближайшего времени, что спешит на ваш порог. У нас сегодня две колоды карт по традиции. Первая у нас колода Ленорман. И мы достанем 4 карты, не задавая вопросов, просто позволим провести нас той цепочкой развития событий, как видят это карты. Что для вас в эти 10 дней откроется, случится, произойдет. Узнаем будущее. Возможно, это какие-то новости, или вам придется принимать решения. Возможно, и информация. С чем это все будет связано? Каково событие ближайшего времени? И на колоде Таро неожиданность, первая карта. И пусть это будут приятные какие-то радостные события. Вторая карта. В чем ваша сила? В чем ваш успех? Может быть, это то, что у вас получится осуществить. Или буквально какие энергии вам помогают. Достанем по основным сферам жизни. Дела, работа, бизнес, у кого-то учеба, у кого-то документы, вопросы денег, денежная энергия, личная жизнь. И карту совет. Что же за будущее? Вот удивительно, мои дорогие весы, ну, у меня уже вырывается просто, потому что я ведь многократно перемешала эту колоду. Я и при вас перемешиваю, я и между, безусловно, прогнозами многократно это делаю. Но вот именно теперь у меня сделано уже не один знак зодиака, видео именно записаны, но вот именно крест выпадает очень многим. И причем я пишу видео в разные даже дни, да, будем говорить, ну, многократно карты перемешиваются. Наверное, период, наверное, как по Урану. И вообще многие планетарные другие транзиты. Кому интересно, какие транзиты на нас влияют, вы можете зайти на мой сайт и на год почитать. Есть ссылка, как в описании под видео, есть и на главной странице вы можете сделать переход, когда именно описание к каналу идет. Так вот, я о чем хочу сказать. Мы, видимо, приводим как и мысли порядок в этот период, так и мы должны сделать словно выбор какой-то. Или нас жизнь, обстоятельства ставят перед этим выбором. Это как до и после. Или мы что-то продолжаем. И вот этот крест, он, я называю эту карту судьба. Но вот мы находимся в той точке, как будто невозврата. В любом случае невозврата. Так вот, или это мы ставим на чем-то крест, или мы этот пьедестал обогнем и пойдем дальше к солнцу. И это может касаться работы, когда либо мы что-то перестраиваем, видоизменяем, но это может быть и в отношении конкретного человека. И здесь у каждого по-своему. Но самое главное, как прежде, уже продолжаться не будет. И почему я связываю с Ураном? Потому что у нас долгое время был ретроградный Уран в Тельце. И вот он у нас в конце, уже в самом конце января мы смотрим с вами, я февраль это делаю прогнозы, поэтому в феврале он уже в прямом движении. И здесь какая-то как парадигма меняется. И это может происходить именно потому, что внешняя обстановка изменилась. Или вы узнаете какую-то новость, или события, обстоятельства оказывают на вас влияние, и вам приходится делать этот выбор. Может быть, это и связано с поведением конкретного человека. Но кто знает, может быть, на человека повлияли обстоятельства, а на вас конкретный человек. Тут такая взаимосвязь может быть сложная, но так или иначе мы перед выбором, как прежде, уже не пойдет. У кого-то это касается истории отношений или отношений в вашей семье. Я могу допустить, может быть, вопросы, связанные с наследством у кого-то или какое-то взаимодействие даже с дальними родственниками. Но, тем не менее, перед каким бы вы выбором ни стояли, мои дорогие весы, карта дерева– это уверенности. Ваша позиция, она сильна. Дерево уходит корнями вглубь. Да, это буквально как ваш род, ваши корни. Может быть, какая-то задумка, которую вы хотели воплотить в жизнь, или то, о чем вы мечтали. Ну, тогда надо к этому приступать.
Тут самая разная палитра, но будет все зависеть именно от вашего решения в эти 10 дней. Но с чем это может быть связано? Тут могут быть и сложные отношения, ну, как контакты с вашими ключевыми партнерами. Или у кого-то и родственники, у кого-то и дальние родственники. Лиса. Всегда присутствует какой-то обман, недосказанность. Или были контакты с человеком, может быть, длительно человек вас подвел, и вы теперь не верите. Может быть, это правда у кого-то как завершение отношений. Возможно, вы делали какие-то попытки к примирению у кого-то так, но вот что-то не пошло. И поэтому я не говорю однозначно, что история по отношениям будет закончена, но выводы вы уже сделали. Поэтому если что-то и может быть продолжено, отношения по работе или это касается личной жизни, значит, с одной стороны, вот как этот пьедестал, на котором и установлен крест, мы должны обойти, чтобы идти к солнцу, либо же определиться, насколько вот эта информация, тут ведь может быть у кого-то и предательство, и вопрос стоит ребром, как говорят. А может быть, это какая-то ложная информация была вам сказана, которую нужно перепроверить. И поэтому тут контекст у каждого немножко свой. Но то, что вы кому-то не верите, это точно. Давайте посмотрим. Вот что интересно, соответствует аркан леса девятке треф. Девятка треф, если мы переложим на система, есть такая по дням рождения. Так вот, девятка треф может означать определенные даты, я уже не перечисляю, какие по дням, но я лишь сам символ вам озвучу. С одной стороны, знаете, это тот выбор, когда, может быть, это касается лично вашего выбора, когда мы стоим на пороге действительно очень важных перемен. К примеру, мы захотим отказаться от вредных каких-то привычек. И тут они самые разные. У кого-то, ну, может быть, и привычка много работать, вот у кого-то и так. Но у кого-то и неполезные, будем говорить, привычки. И вот наступает тот момент или пункт нашей жизни, когда мы понимаем, что нет, а вот так не может продолжаться. Так вот, по девятке треф проходят, я скажу, может быть, это не очень приятно слышать, и тем не менее. Я стараюсь вердиктов никаких не выносить. Но у вас выбор как будто, он присутствует. Поэтому я скажу, с одной стороны, мы можем быть, как, знаете, человеком, который будет за собой вести других людей. Или когда как духовный наставник. Часто это те ситуации очень сложные, которые мы пережили. И мы, наверное, вот как по Хирону, символ израненного целителя. У нас, кстати, Хирон находится еще в Овне. Это «Помни, кому ты помогаешь» называется. Или, ну, тоже, кому интересно, можете перейти на мой сайт и прочитать. Там по Хирону как раз написана статья, и вы прочувствуете эти энергии более остро. Потому что тут может быть ситуация у кого-то, когда вас подвел близкий человек, когда вас могли подвести и по работе, и близкие люди. Здесь своего рода такой пункт жизни, когда мы сталкиваемся с такими непреодолимыми препятствиями, когда вообще все разваливается, или когда сразу несколько сфер нашей жизни начинают пробуксовывать. И мы стоим перед выбором, как вообще действовать дальше, куда идти дальше, с кем взаимодействовать. Мы действительно не верим, потому что это не есть вот эта лиса, как какой-то обман. А когда этот обман, он проигрывается сразу в нескольких позициях нашей жизни, и мы буквально в нуле каком-то. Мы словно касаемся дна, и прежде чем мы от этого дна сможем оттолкнуться, чтобы выплыть, мы даже не можем понять вообще, как мысли в порядок привести. И тем не менее, вот эти люди, которые проходят такой сложный путь, они и могут быть вот этим израненным целителем. Тот, который пережил очень многое, он может передавать свои знания. Где-то это хорошие психологи получаются, или вообще люди, которые, знаете, с одной стороны, какой-то период жизни проходит как отшельники, потому что то, что было пережито, это невозможно забыть очень быстро. И тем не менее, вам будет словно судьба давать вам
правильные подсказки. Вы будете заниматься, может быть, в последующем как раз вот ваш жизненный минус. Вы переложите в ту концепцию или в ту, может быть, как контекст. Я не знаю, с чем это будет связано. Может быть, это вы, ну, создадите какие-то курсы или пойдете обучаться психологии, где как раз вы вот эти таланты, которые бы не раскрылись, если бы не вот эта очень сложная патовая ситуация. И вы можете из своего какого-то глобального минуса создать словно свое учение. И это будет востребовано у людей. Это одно направление, да, вот как символ израненного целителя. А для кого-то девятка, треф будет говорить, когда мы по полной вот как раз в эти неправильные привычки ударяемся, и наша жизнь может пойти под откос. Вот такой своеобразный выбор, я говорю искренне. Я надеюсь на то, что вы переложите на вашу составляющую, но кто знает, может быть, для кого-то это важно услышать. И такого рода выбор сделать действительно сложно. Следующий аркан у нас гора. И это всегда препятствие какое-то. Для кого-то это то препятствие, которое как раз вот я, подобная история, которую я описывала, и что с этим делать. Тогда будет карта говорить, что вот это препятствие, так или иначе, оно тебе помогает. Либо ты, говорят, умный в гору не пойдет, умный гору обойдет. И правда, эту гору приходится обходить. И у каждого здесь свой путь. У кого-то это вот такой холмик, и вы быстро сможете все расставить по местам и уже выйти направление солнца. А кто-то предпочтет, испугавшись, вообще ничего не делать. И это будет где-то второе направление, то, что я рассказала по девятке треф. Вам на что-то нужно решиться. Причем у вас же все-таки аркан дерева выпадает, поэтому у вас, мои дорогие весы, у вас не совсем патовая ситуация. У вас сейчас сильная как раз-таки позиция. Но вопросы, которые могут перекликаться в эти 10 дней, они действительно сродни того выбора, который я обрисовала по девятке треф. Неожиданности. Карта сила, правда, ваша сила. Но решиться на что-то нужно. Вообще энергетика, как у мага. Обратите внимание, прекрасная дева и лев подчиняется ей. Подчиняется почему? Это символ или прообраз нашего эго. Поэтому эмоции придется сдерживать. Так вот, лев подчиняется деве, потому что он не чувствует агрессии. И вы великие дипломаты. У вас сейчас сильная позиция. Но что-то вы для себя, именно для себя, основополагающее должны решить в эти 10 дней. С другой стороны, карта говорит, как неожиданность, это к вам приходит какая-то уверенность. И, может быть, это будет касаться работы, у кого-то и личной жизни. По этой карте, когда все же это женская больше сила, а для мужчин она будет означать, ну, где-то дипломатию, о которой я говорила. Но для вас, мои дорогие девочки, это ваша притягательность. По этой карте, когда вы привлекательны для противоположного пола. К вам словно как магнитом тянет. Но тянет всех людей. А вот нужно ли с некоторыми особями продолжать общение, это будете решать уже вы. Но, повторюсь, рассудительность, хладнокровие вам помогает. Душевный баланс, гармония, по сути дела, все то, что ваш знак где-то и олицетворяет. Ну и понятно, что договориться вы сумеете, если будет в этом необходимость. В чем ваша сила? Привести мысли в порядок. Не буду повторяться, я очень подробно раскрывала карты Ленорман, и просто эта карта это же и подтверждает. Прописано здесь как отдых от смуты или отдых от суеты. Когда мы складываем оружие, мы никому ничего не доказываем, нет смысла. Нас все равно не услышат, нас все равно не поймут. Для кого-то напрямую отдых. Уставшие люди делают ошибки. Иногда эта карта говорит, если ты чувствуешь недомогание, может быть из-за хронической усталости, а может быть и правда нарушение сна или какие-то ну, такие мелкие вроде, не что-то глобальное, но тем не менее, какие-то мелкие недуги. Тогда следует обратиться к врачу, если это длится уже продолжительное время. Может быть, пройти банальное рутинное обследование или посоветоваться с врачом. Помните, что только доктор может оценить объективно, именно объективно, ваше состояние здоровья. Тут тогда не надо что-то самому додумывать. Тут нужно подходить более рационально. И, по сути дела, человек, который сложил оружие, показан нам на карте, он не просто так отдыхает, лежит. Нет,
он приводит мысли в порядок, потому что какой-то сумбур, какая-то предыдущих дней путаница, смута, беспорядок уже начали психологически на него воздействовать, и ему сейчас нужно абстрагироваться, может быть, на какой-то короткий период от внешнего мира, чтобы для себя что-то определить важное. Может быть, от какого-то информационного потока я тоже могу допустить. Приводите мысли в порядок. Вам это помогает. Дела, работа, бизнес, у кого-то учеба, у кого-то и документы. Называется нестойкое намерение. Вообще семерка мечей, ее называют еще и картой вора, поэтому всегда, когда выпадает, хоть нигде не прописано, но все же, будьте внимательны к паролям аккаунтов или не переходите по непонятным ссылкам. И если вы видите какую-то картинку, неважно, куда она вам, на почту пришла или в один из мессенджеров, картинка не всегда олицетворяет то, что будет или куда идет эта ссылка. Поэтому она может идти на фишинговый сайт, где вы там для тех, которые занимаются как раз этим неблаговидным занятием, вы для них прозрачны, они видят все о вас. Поэтому сами себя берегите. Ну, у кого-то это может быть вопрос еще, допустим, когда вы имеете намерение оформить какой-то документ. Пусть не в этой колоде, в другой, но семерка мечей не только карта вора, а есть еще и когда мы должны забрать свое. Забрать свое и здесь в контексте. Вот если правда у кого-то слушание в суде. Может быть, прежняя какая-то история, даже личная, была со знаком минус, и де-факто уже отношений нет, а де-юре еще что-то продолжается. Тогда быть предельно внимательной, и у вас сверху аркан сила, вы как раз сумеете как-то повернуть концепцию вот этого суда, может быть, предоставить какие-то доказательства, но, по крайней мере, по части финансов, имущества или каких-то, ну вот, материальных ценностей для себя определить с большим плюсом. Карта еще и говорит о том, что вы можете столкнуться с человеком, у которого нестойкие намерения. Этим человеком можете быть вы сами, когда вам нужно определиться, а вы никак не можете сделать этот выбор. Или вы не хотите его делать. И вот это нестойкое намерение вас где-то будет затягивать, ну, как назад какой-то ситуации, потому что выбор уже он определенно должен быть сделан. Может быть, этот период жизни, он как раз вас ставит перед каким-то фактом. Тут вы можете и узнать что-то подобное. Но мы с вами говорили, у вас сильная позиция, поэтому эта позиция, она не приходит сама по себе. Значит, что-то вы прежде сделали очень хорошо, может быть, пространство, судьба, вселенная, ваши ангелы-хранители откликаются на ваши чаяния и пытаются вас поддержать. Но и вы-то не должны плашать. Поэтому найти в себе душевные силы, как с чем-то определиться. У кого-то по учебе, может быть, куда. Я собираюсь поступать у кого-то и так. Или по части работы, чем я буду заниматься, буду ли я продолжать эту работу. А если ухожу, куда я ухожу, тут нельзя себе навредить. Тогда помните, пока не нашли новое место работы, не следует быстро так вот с места в карьер рваться. Тут, скорее всего, высшие силы вам помогут работу новую найти. Тогда надо подумать, может быть, рассмотреть какие-то дополнительные виды деятельности или где ваша профессия может быть еще востребована. Рассмотреть какой-то альтернативный, опять же, вариант. Одним словом, будьте осторожны. Финансы. Тут могут быть какие-то события, которые вас и по финансам ставят перед каким-то фактом. И может быть вот эта точка невозврата через финансы. По аркану башни мы не должны медлить. Тут нам нужно принимать решения. И вместе с тем есть аркан силы. Значит, вы и сейчас можете, как и столкнуться, мало ли, может быть, какие-то платежные системы не срабатывают. Или вообще что-то меняется по финансам. Может быть, деньги, которые вы заработали, они все никак не приходят. И значит, вы можете найти какой-то альтернативный выход. Нет безысходной ситуации, мои дорогие весы. Хотя у кого-то из вас она действительно может быть как по аркану леса. И по работе не пойми что, и по деньгам-то тоже. Но, тем не менее, ваша сила в том, что, с одной стороны, я могу с учетом аркана дерева, пусть это не для всех, может быть, проиграется, но для кого-то проиграется, когда вам кто-то из близких может помочь. Может быть, это еще и ситуация, которая, кстати, вас заставляет, это внешние события, которые приходят иногда по аркану башни.
как непреодолимая сила, но вас все равно высшие силы, назовите это судьбой, подводят к какому-то итогу. Вам нужно с чем-то определяться. Для кого-то это может быть как мне нужно рассмотреть работу на дому, и вы будете искать, каким образом вы можете, именно не выходя из дома, зарабатывать. Или а, как я могу зарабатывать из любой точки мира. Здесь вас к этому итогу могут приводить именно обстоятельства. Но, с другой стороны, аркан башни еще и прообраз тюрьмы. Прежде у нас не было возможностей, а теперь они есть. И пусть это приходит каким-то, ну, таким сложным путем, как осознание, но оковы падают. То, что раньше сдерживало, это разрушается. Иными словами, тюрьма разрушается. Да, на какой-то период мы можем испытывать невесомость. Двое как будто падают из этой башни. И это только временно. Но для вас действительно не думать, что какая-то прежняя история, она будет продолжена в том контексте, как это было когда-то, может быть, годами прежде. Нет. Тут даже если мы сами не хотим перемен или вот этого самого выбора, тогда карта будет говорить, ты можешь упустить время. Для тебя нужно именно смотреть на пару шагов вперед, потому что все равно что-то будет меняться. Мы не отменим эти самые события, которые к нам через обстоятельства приходят. И поэтому я бы сказала, как-то себя подстраховать по части финансов или, может быть, изучить, как работают системы взаиморасчета. Может быть, для кого-то из вас, вот, кстати, нестойкое намерение. Я говорила, будьте внимательны, не переходите по каким-то ссылкам, иначе все потеряете. Вот, кстати, вот эта карта башня может об этом говорить. Не играйте в азартные игры. Вот здесь вообще весь риск по части документов, работы или какой-то конкретики. Он должен быть исключен. И тогда по аркану сила. А это вам тогда тоже где-то как совет в неожиданностях. Вы можете быть в чем-то уверены. И самоуверенность– это прекрасно. Но если она переходит в самонадеянность, тогда мы не видим каких-то объективных причин. Может быть, перед тем, как кому-то сказать да или нет, или на что-то согласиться, или принять на себя обязательства, вам нужно буквально привести мысли в порядок, отступить полшага назад и куда-то не торопиться. Или найти человека, который, может быть, в зависимости от вопроса, который у вас стоит, более сведущ в этой теме. В личной жизни. Ух ты, тут сила желаний, король жезлов. У кого-то это может быть, ну да, страстные отношения, почему нет? Ну тогда это только лишь про страсть. Про то, что сказать король жезлов приходит на помощь, я не могу. Это как карта харизматичного лидера. Она прекрасно проигрывается в наших намерениях. Но жезлы– это чаще дела, работа, бизнес и деньги. Поэтому это как новая концепция какая-то может быть. Но опять же, это сильные эмоции, которые, ну, нас где-то могут так на время ослепить, потому что король жезлов отдает команды. Ему кажется, он все контролирует. Но он сам-то никуда не торопится. Поэтому вот этого самого льва в этой колоде он, кстати, держит на цепочке. Держите эмоции на коротком поводке. И, может быть, это у кого-то касается личной жизни, а у кого-то это будут и вопросы документов, денег, работы или каких-то обстоятельств, которые происходят вокруг вас. Лидерские качества– это прекрасно, но вам нужно, кстати, и карта об этом говорит, приведи мысли в порядок, потому что король жезлов никуда не торопится. Может быть, вам предлагают примерить на себя вот подобная энергия. И тогда какая-то продуманность, детальность, может быть, или детализация вашего вопроса, она должна быть осуществлена. Но для кого-то из вас напрямую может быть человек, который рожден под знаком зодиака, стихии огня, Овен, Лев, Стрелец, или имеет там свой асцендент, и есть какие-то с ним контакты. Давайте мы узнаем. Вот посмотрите, материальный успех– это у нас карта как совет. И я тогда скажу, если у кого-то из вас, мои дорогие весы, патовая ситуация по деньгам, материальный успех– это, безусловно, наши приложенные усилия. Но иногда эта карта говорит, что в вашем окружении есть человек, и это не обязательно кто-то из ваших близких. Может быть, это друг, подруга, человек или дальний даже родственник, который вам может прийти на выручку, ну, может быть, и деньгами, если необходимо совершить платеж,
может быть, одолжить эти деньги, ну или каким-то образом может быть взаимодействие, когда вам кто-то помогает именно деньгами. С другой стороны, карта говорит о чем? Помни, рука дающего завтра будет рукой просящего. Поэтому перед тем, как вкладываться, эта карта не предполагает, что вы кому-то деньги даете. Так вот, держи баланс. По этой карте мы можем действительно быть самонадеянны и ложиться не туда, куда следует, может быть, деньгами отчасти, и, ну, может быть, из благих побуждений дать, одолжить деньги. И, как я уже сказала, это не предусмотрено, тогда карта будет вам давать совет, что имей в виду, одолжил денег, но когда тебе их вернут, если вернут, это вопрос очень спорный. Прекрасная карта материального успеха, она будет проигрываться для тех, кто как раз новые, как дополнительный заработок. Может быть, изучает или желает дополнить. Или для тех, кто имеет свое личное дело. Тут даже какая-то минусовая ситуация, она наоборот какие-то шаблоны ломает, понимаете? И поэтому сейчас для вас рассмотреть новые, как сотрудничество или новые способы заработка, вот расширить диапазон своих возможностей, это будет прекрасное время. Ну и в целом вам карта буквально говорит: будь внимателен к своим финансам. И мы где-то с вами об этом говорили. Перекладывайте на себя, мои дорогие весы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.